Что скоро произойдет? Ближайшие судьбоносные события. Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня я предлагаю вам общий расклад Таро для мужчин и женщин на тему событий будущего. Что скоро произойдет? Ближайшие судьбоносные события. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на свои потоки, на свои энергетики. Постарайтесь, чтобы в ближайшие 30 минут вас никто не отвлекал. И по традиции мы начнем с того, что посмотрим, какие энергии вокруг вас, что происходит, как карты Таро видят вас, вашу ситуацию. В общем, посмотрим, кто пришел на расклад, с чем вы пришли на расклад. Ну и что будет дальше. Давайте посмотрим. Ух ты, да вы светлый человек, да вы личность, да вы красавчик. И если вы согласны, прямо сейчас ставьте на паузу и пишите: да, я красавчик или я красотка, да. Светлый человек, радостный, жизнерадостный. По сути, может быть, так сказать, ребенок в таком плане, да. Но тут больше не ребенок, а больше человек творческий. Может быть, вы даже и руководитель какой-то, но заметный человек. На вас, вот если идут люди, то на вас обращают внимание, да. Так, ну, может быть, у вас и детки есть, окей. Но что-то вы приопустили руки, приопустили. Кстати, собачка у вас такая интересная. Йорик. Йорик Муморик, да. Ну, смотрите, здесь человек, который устал, немножко приопустил руки и сомневается в успехе своем, я вижу. Начали вы как-то сомневаться чуть-чуть. Но пока чуть-чуть. Может быть, вы в отпуске просто, а может быть, просто сделали паузу или рассуждаете, продолжать вам что-то или не продолжать. И пытаетесь понять, двигаться ли вам дальше к какой-то цели своей. Человек вы, ну, как минимум, родом не обижен, да, то есть род ваш, там, мужской, женский, по роду, родственники, я имею в виду. У вас высокий потенциал, который может быть реализован, и вы человек вот именно не бедный, потенциально вот не должны быть бедные, да. В смысле бедовать, я имею в виду, это не по количеству денег, а по количеству вашего потенциала. То есть у вас есть куда развивать этот потенциал, вашу личность. И вместе с этим развитием в вашу жизнь может войти обеспеченность, может войти богатство, счастье даже, да, и успех в личной жизни. Вы идете к успеху в любом направлении, но особенно в финансовом здесь. Это финансы и родственники. Может быть и финансовый успех, и успех с семейной жизнью, да. Ну вот идете достаточно долго, кстати, 17 уже, да. Вот. Может 17 лет идете, а может быть просто 10 лет идете. Вот цикл какой-то у вас, в принципе, подходит к концу. Вроде бы вы как должны достичь уже вот-вот. На кону у вас это вот успех ваш финансовый. Давайте его в центр поставим и вот немножко поколдуем, чтобы у вас пошла прибыль. Давайте напишем, может быть, в комментарии. Вы в уме можете проговорить, можете вслух проговорить. Я свое имя намереваюсь открыть, расширить, приумножить свой финансовый канал, достичь успеха, достичь богатства, обеспеченности, купить то, что вы хотите, построить то, что вы построили, и самореализоваться. У вас главная карта – это самореализация личности. В этом раскладе, во всяком случае. Окей, хорошие карты, в принципе. Но сомнения мне не очень нравятся. И ваша как-то усталость какая-то. Может, просто устали сегодня, да? Угу.
Так, где-то вы в чем-то ошибаетесь, кого-то вы подозреваете. Может быть, у вас недавно что-то украли, забрали, вы что-то, может быть, потеряли. Может быть, потеряли деньги, работу, может быть, связи с кем-то. И эта же карта касается вас, поэтому в вашем поле, рядышком, в центре, да, вот с ситуацией, рядом со всем, обман, самообман, где-то, может быть, вы в чем-то действительно ошибаетесь, может, кому-то не доверяете вы. Может, действительно здесь не знаете, двигаться дальше этим направлением, уйти или остаться на работе, продолжать ли начатое дело. Может быть, какому-то мужчине не доверяете, женщине не доверяете. Это сильная мужская энергия. Может, есть недоверие с мужчиной. Тут оно тоже немножко просвечивается. Окей, смотрим дальше. Ой-ой-ой-ой, а здесь 5 динариев. Вы как бы... Ну, знаете как, вы можете оказаться в ситуации, где потеряете много. Если у вас вот прямо сейчас все прямо очень-очень-очень сильно хорошо, вот на здесь и сейчас, да, центральная карта, то в ближайшем будущем, смотрите, 7 с 5 дает висящего, 5 и 7 – 12. И они дают вот такую вот ловушку какую-то, проблему. И смотрите, вот здесь у меня идет прямо предупреждение для вас. Если вам обещают сверхприбыль очень скоро, вот-вот, и вы сомневаетесь, не торопитесь. Не вкладывайтесь в это мероприятие, ну какое бы оно ни было, особенно финансовое, видите. Если вам обещают там, ну, вы дали 100 условно, а получили 10 тысяч или 100 тысяч совсем быстро, да. То есть человек или ситуация, которой вы не доверяете сейчас, действительно может быть таковой. Вы накануне, ну, может быть, где-то серьезных финансовых затрат, осуществлять которые достаточно рискованно. Повешенные – это высокие риски, имейте это в виду. Мужчина может вам что-то обещать, или партнер что-то может обещать, это рискованно. То есть вы как бы, ну, рискуете пройти по, как говорится, по лезвию бритвы, да, есть такое понятие, или по острию ножа, да, я его тоже часто так, ну, как бы говорю об этом. И может быть действительно здесь серьезная утрата была у вас, или вот-вот намечается потеря финансовая, потеряли деньги, не можете найти, оказались в финансовой какой-то сложности, может быть даже о здоровье эта карта иногда, ну тут энергия, да, тут усталость, тут физическое здоровье и физический ресурс, а здесь нехватка. Вот. Если есть человек, который, может быть, обещал к вам прийти за деньгами, но лучше не торопиться давать, потому что вряд ли отдаст. Может и обмануть, а может просто у него какие-то проблемы возникнут. Если вы думаете, давать кому-то деньги или нет, то лучше, ну, вот, как бы подождать пока, да, лучше не торопиться. Давайте немножечко пройдем по инсайтам, по подсказкам. И первый вопрос, который я сегодня хочу вам открыть, это Солнце. Смотрите, у вас самое главное – это ясность. Ясность ума, трезвость, понимание, здоровье, успех. Да? Вам нельзя оказаться в неясности, в нездоровье, ни в понимании, ни в успехе. Да? Вот что вам нужно знать прямо сейчас? Что нужно знать прямо сейчас? У вас судьба меняется. Может быть прямо сейчас, может быть в ближайшее время. Окей. Судьба изменится. Давайте спросим, в какую сторону? В лучшую или в худшую? Да? В плюс или в минус? Смотрите, колесо фортуны, оно всегда о переменах. Это очень хорошая карта. Но колесо фортуны может принести как бы успех, так и неуспех. Да? Что-то хорошее и
такое в минус и в плюс. Но даже не важно, в плюс это будет или в минус, оно все равно, судьба это должно вам преподнести. Давайте, хороший сюрприз готовит судьба или нет? Карта неплохая. Ну, давайте так скажем. Сюрприз хороший, действительно достаточно скоро. Это действительно скоро. Это может быть даже в течение этого года, но в краткосрочной перспективе это ближе к августу месяцу, к Стрельцу, к декабрю. Ну, самое близкое это август, а самое дальнее, да, получается, Стрелец. Это декабрь. Ну, если вы смотрите где-то в феврале, то это ближе к, февраль-март, то это ближе к апрелю тогда, к Овну. Перемены к лучшему в отношениях, в движении возможны поездки туда, куда вы планировали. Кстати, колесо фортуны часто о его переезде, а здесь движение. И энергетики ваши, они будут подниматься все равно. Даже если вы устали, то, как говорится, вам полегшает, да, это хорошо. Какая-то может быть скорая хорошая новость, особенно новость, которая касается того, что вас останавливает, да, в чем вы сомневаетесь, может быть хорошая новость. Хорошо. Давайте посмотрим, на что, что является вашим самым главным ресурсом. Проверим десяточку монет в контексте того, что мы тут уже видим. Что является вашим главным ресурсом? Ваша сила. Значит, ваш главный ресурс – это сила, здоровье, характер, творчество, сексуальность. Вот это вот сила, здоровье, характер, творчество, сексуальность. Вот это вот 5 этих моментов. Ну и умение управлять ситуацией, и умение контролировать своих, так сказать, демонов. Да, вот так вот. Хорошо, чего опасаться вам? Чего вам стоит опасаться? 7 проверяем. Чего вам стоит опасаться? Все-таки опасайтесь человека, который может вас обмануть. И опасайтесь человека, который вам предложит много чего-то. Все-таки. То есть авантюры финансового характера, пирамиды, сверхприбыли. Не доверяйте. Опасайтесь людей, которые делают вашу судьбу более тяжелой, утяжеляют вашу судьбу. Окей? Хорошо, 5 пентаклей – это проблемы с финансами и со здоровьем. Насколько это все у вас серьезно? Давайте спрашивать, потому что здесь действительно подавление. И у меня такое ощущение, что у вас какой-то бросок, рывок, да, вот планируется. Смотрите, 8 жезлов, сила, здесь ресурсы сконцентрированы, здесь огонь. Вы готовитесь к какому-то прорыву. Но, знаете, вот в любом квантовом скачке главное допрыгнуть, да, перепрыгнуть, из точки А в точку Б. Вам где-то в промежутке нельзя оказаться. Вам нужно из этой точки попасть, условно говоря, вот сюда. Так вот, вам вот здесь посерединке нельзя быть. То есть вам нужно вот так перепрыгнуть, да, допрыгнуть, условно говоря, или провалитесь, понимаете? Насколько серьезны риски ваши? Давайте так спросим, насколько серьезны ваши риски? Риски серьезные у вас. Если вы не перепрыгнете, то вы надолго потеряете ощущение счастья. И дворец кубков – это именно вот вы можете стать несчастным человеком. То есть, по сути, вы, вот если сейчас посмотреть, стоите накануне счастья или не очень счастья, да? Как бы решается судьба ваша на самом деле. Старших арканов здесь не так-то и много. Солнце, колесо фортуны и сила, да? Дополнительная карта дворец кубков. Здесь какой инсайт? Вам немножко надо поторопиться чуть-чуть. Как минимум в отношениях. Неважно, вы мужчина, женщина. Немножко, может быть, где-то подкорректировать родовую программу, судьбу в отношениях. Вот такое. У вас о доверии в отношениях. Немного этого доверия в отношениях.
И в зависимости от того, как вы это сделаете, вы как бы, будете счастливы дальше или нет. Это раз. Дальше что вижу здесь? Вижу здесь необходимость, возможно, перезагрузить работу, бизнес. Вот здесь перезагрузка. Вот здесь вот как-то облегчение. И, возможно, переезд какой-то у вас, передвижение. И это нужно успеть сделать. Да, вот как бы есть, вы подходите к неким дедлайнам по десяткам. Видите, десятки рядом здесь. Вы подходите к дедлайнам. Да, что такое дедлайны? Это когда вы уже вот или успеваете, или не успеваете. Да? То есть вам важно купить последний билет в последний поезд, в последний вагон, да, на последнее место, условно говоря, и использовать последний шанс. Хорошо. Давайте посмотрим, в чем вы можете преуспеть. Вот смотрите, колесо фортуны и солнце. Вот это преуспевание. В чем вы можете преуспеть? В чем вы можете преуспеть? В чем вы можете преуспеть? В чем-то новом, друзья. Смотрите, двойка жезлов всегда говорит о том, что старое контролирует расширение. И вот в инновациях, вот смотрите, в инновациях или в чем-то новом, то есть за старое цепляетесь, все, вы опаздываете. Слышите, вот правильно я этот месседж прочитал все-таки, да, интуиция, да, и поток, все-таки здесь чистый поток идет хороший. Ну, благодаря тому, что вы светлый человек. Где-то вы от чего-то освобождаетесь, да, но и вот все-таки вам освобождаться и надо, да, то есть вам вот революционное что-то, прорывное все-таки что-то нужно, что-то такое свежее, новое, ну не то что глоток чистого воздуха, да, а может быть просто вот именно новое дело, новая энергия. И у вас есть возможность пока что, вот он ключ. Возможность пока что есть. Прекрасно. Хорошо. И очень много энергии. Смотрите. Солнце, колесо фортуны – это тоже энергетическая карта. Двойка жезлов, восьмерка жезлов. Ваши сомнения. Да, вот здесь риски высокие. И доверять кому-то не нужно. Вот кому-то именно. Да, вот тому, кто будет у вас что-то забирать, брать. Это не надо. А вот именно себе и своим планам здесь стоит доверять. Окей, да? Хорошо. В каком направлении надо ускоряться? Вот что-то новое. Да? К чему новому надо стремиться? Вот давайте. К чему новому надо стремиться в вашей жизни, в вашей судьбе? Прекрасно. Смотрите. Нужно стремиться, особенно для мужчин, к новой роскошной женщине, к новой роскошной жизни, особенно для женщин, к новому способу заработка, самореализации. И вообще нужно стремиться к обеспеченной, богатой жизни. Да, вот именно красивой жизни. Давайте так. Поставьте на паузу и напишите себе в комментарии или мне в комментарии или себе в дневник фразу такую: «Красиво жить не запретишь». И пусть эта карта станет вашим девизом, вашей программой, вашей аффирмацией по притягиванию денег, богатства, успеха в вашу жизнь в скором времени. Вот у меня такое ощущение, что вы вот в ближайшее время получите хорошую новость по прибылям. Но в авантюры именно в авантюру нельзя влазить, нельзя давать в долг и нельзя давать под большие проценты и так далее. Понимаете? То есть какое-то ваше дело начнет приносить вам успех, но не посторонний человек. И да, деньги вам нужно хранить так, чтобы у вас их просто не украли. То есть нужно побеспокоиться о финансовой безопасности, вот так вот. Ну, здесь рядом просто монетки, поэтому так. Хорошо, стремиться нужно к роскоши. Хорошо, что приведет вас, что именно конкретно приведет вас к богатству, к успеху, да, именно в финансовом, материальном плане? Что, кто приведет и так далее. Что, кто приведет?
какая энергия, какая сила, да? Какой-то конфликт, какой-то спор, но и игра какая-то. Вы все-таки в что-то ввяжетесь, но, может быть, создадите свои правила, и это несколько человек. Это какая-то группа будет. Но это новая игра, новые правила, игра по новым правилам, и где-то, возможно, это что кто приведет, все-таки энергия есть, это спорная энергия какая-то. Может быть, какая-то революционная, инновационная энергия. Давайте уточним, что за энергия все-таки. Вот опять. И здесь, видите, 10,5, дьявол. Какое-то заманчивое предложение все равно, да. Что кто? Давайте еще раз спросим. Опять пятерка. Да что ж такое? У меня такое ощущение, что вам придется ставить на кон, рисковать прямо. Вам рисковать придется. Смотрите. Опять 15 выпадает, да? Здесь 15, здесь 15. Как будто вы будете между двух дьяволов, да? Между двух людей, видите, группа людей, да? Может быть, даже между 5. И кто-то вам будет разные предложения делать. Может, вы на собеседование будете ходить, действительно какие-то, да? Может быть, будете выбирать что-то. И такое соблазнительное будете выбирать. Смотрите, пятерка опять можно поставить на кон все и выиграть, можно проиграть, но карта не очень хорошая. И вот эта комбинация карт не очень хорошая. 15 дьявол, 12 повешенный, 17 звезда, то есть долго, да. Но в перспективе может все и хорошо быть. Но давайте уточним еще, кто что приведет к вас к успеху все-таки. Где-то могут быть какие-то неудачи, смотрите, будьте осторожны на пути к этому успеху. Я вам так скажу, ваша какая-то, вы где-то, вы пойдете к успеху, но прежде вы хорошо так обожгетесь. Смотрите, огонь, огонь, обжигаться, 3 огня прямо, да. И на огонь идет воздух, много воздуха. Когда много воздуха дует в огонь, он разгорается, вы обжигаетесь. Почему говорю обжигаетесь? Можете потерять, рискуете потерять. Поэтому смотрите, вот здесь вот квадрат рисков высоких. Не знаю, вы азартный игрок или нет, но страшный суд часто о потерях материального и переход на духовный уровень. Но для чего-то вам это нужно. Поэтому смотрите, что кто приведет вас к успеху, богатству, да, вот своему финансовому, путь конфликтных ситуаций, потерь, ситуации, где вы зависите от ситуации, но постоянно, не опуская рук, выходите из этой ситуации, да, решаете этот вопрос. То есть вы такой человек, все-таки здесь больше такой, достигатор больше, да, как будто вот, я бы сказал так, вас к богатой и успешной жизни приведет, во-первых, ваш труд, ваша сила воли, ваше намерение преуспеть и быть богатым и счастливым. Вот так, видите, не выпала женщина какая-то, не выпал мужчина, не выпала там какая-то магия, да, здесь. То есть, ничего абстрактного. То есть, больше карты ссылаются на вас и силу вашего духа, и попытки ухватить вот этот вот звук, вот этой трубы, вот Гавриила, да, пусть это Габриэль, да, архангела Габриила, который будет вас вести по пути развития, именно по духовному пути. Окей. Какие дороги и какие пути вам открываются совсем скоро, в течение месяца-двух? В течение месяца-двух дороги и пути, которые вам откроются. Проверяем двойку. Дороги какие открываются? Во-первых, у вас развязываются руки, вы перестанете бояться мечей, это угроз, перестанете бояться шантажа, перестанете бояться, может быть, обстрелов, оружия, вот такое вот. То есть перестанете бояться. И у вас дороги открываются к чему? К чему угодно того, что, во-первых, вы уже не боитесь теперь, да, того, чего вы раньше боялись, туда, куда вы раньше боялись. И здесь, такое, знаете, как бы дороги открываются во всех направлениях, куда теперь станет можно.
То есть у вас как бы границы откроются. Вы сможете пересекать границы, да, вот. Ну, мир более свободный станет и безопасный. Поэтому куда открываются дороги? Там, где станет более безопасно, там, где станет менее страшно, и там, где границы перед вами открываются. И вы туда раньше и опасались ехать. Но также откроются и дороги к пониманию того, что теперь этого бояться не нужно, и туда можно, да? То есть там теперь не страшно. Какой самый дорогой подарок идет в вашу жизнь в ближайшее время? Двойка монет. Хорошо сможете что-то купить и продать, особенно продать, это больше на продажу карта, но может быть что-то поменять. Жизнь изменяется у вас к лучшему в финансовом плане. Хорошо. Ну, здесь может быть решаться судьбоносные моменты в партнерстве. Вот здесь и то, что решится, развяжет вам руки, да, на будущее. Хорошо, какая игра у вас на пороге? Давайте спросим. Игра у вас на пороге все-таки та, которая дает вам перспективу. Где-то, может быть, вы где-то что-то рискнете и даже проиграете. Но помните о том, что колесо фортуны, какие бы ни были выигрыши или проигрыши, она всегда, колесо фортуны, улучшает судьбу, улучшает карму. Вот если вы делали коррекцию судьбы, вот все, кто делал коррекцию судьбы, у вас в ближайшее время пойдет какой-то такой всплеск позитивных финансовых моментов, да, финансовые знаки судьбы, где вы умножаете свои финансы, будут вам все время как бы светить, маячить вам, да, маяк будет вот такой вот, что знаки, что у вас улучшается все равно финансовая ситуация. То есть будет движение уже, поток. То есть даже если вы, запомните, даже если вы теряете деньги, продаете, да, вот уступаете где-то, да, или даже вот если вам долг где-то не вернули вдруг, да, то где-то открывается новая дверь там, где уже не страшно. Понимаете, как это работает, да, теперь? То есть паруса вашей судьбы и движение ветра вашей судьбы, оно становится более безопасным, более плодотворным, да, десятка монет, девятка монет. Смотрите, какая концентрация. Вы сомневаетесь. Не надо сомневаться. У вас открывается перспективная игра. Но давайте спросим, стоит ли рисковать? Стоит ли рисковать? Почему? Потому что вот эти вот все карты, они о повышенных рисках. Стоит ли рисковать? И можете сейчас настроиться на ту игру, о которой вы понимаете, да, к чему она ведет. Стоит ли вам рисковать? Ну, туз кубков, это интуиция может вам подсказать. Я бы сказал, да, но нужен какой-то разумный риск. Может быть, вам, знаете, как стоит рискнуть, разделив ваши усилия на 3 направления. Первый поток, например, на это, второй поток на это, третий поток на это. Все-таки 3. То есть все в одну корзину ложить рискованно, я бы так сказал. Поэтому да, рискнуть можно, но какой-то частью, которую не боитесь пожертвовать. Да? И оставить себе в ресурсе, то есть все на кон не ставить. Да, рискуйте, но на кон все не ставьте. С другой стороны, у вас здесь ситуация такая, что вам нужен квантовый скачок. Но все равно вам не надо рисковать, я бы сказал так. Иначе рискуете потерять все. Смотрите, страшный суд и 5 рядом. Я вам так говорю, риски потерять все, если поставите все на черное, на красное, да, высоки. Хорошо, что изменится в ближайшее время? Что уйдет из жизни? От чего нужно освобождаться или от чего вы освободитесь? От старых планов. Смотрите, вот это 10 жезлов, и они вот, и этот дворец жезлов, они прям рядышком, прям через карту. Смотрите, старый бизнес, старые планы, старые влияния, они не будут работать. Они перестанут. Может быть, сила власти над вами упадет, старая энергия, может быть, старая магия отойдет. Мы сегодня тут вообще про магию не гадаем особо, ну и карты не упадают, да. То есть, смотрите, старые планы уйдут в прошлое, вы от них освободитесь, у вас заходит что-то новое. Вот 2 жезлов, да, видите, и говорит о том, что должно что-то новое зайти. Поэтому, по сути,
Даже может быть, старые отношения поменяют свой формат на совсем другой. Может, они даже и останутся, но формат отношений уже будет немножечко другой. Окей. Давайте спросим такое. Я хочу посмотреть вот эту 8 мечей и спросить, что вы увидите или что вы можете увидеть, когда ваши возможности приумножатся и ваши руки освободятся, когда вы станете свободны, что вы увидите? Вот представьте себе концепт свободы вашей. Да, вот в чем она заключается, представьте себе. И вот, когда вы освобождаетесь, вы увидите вот это. Но вы увидите даже не сколько, вы почувствуете решимость и возможность двигаться. Вы, во-первых, поймете, что вы способны на гораздо больше, чем раньше. И вы увидите, насколько вы сильны, решительны и сколько вы можете сделать. То есть, когда вы станете свободным человеком, вы избавитесь от синдрома выученной беспомощности. Вот это решать быстро, самостоятельно. И это быть сильным и противостоять любым испытаниям. Поэтому вы увидите, насколько вы сильны, решительны, насколько вы способны и насколько вы можете сделать намного больше, чем себе представляли. Вот так вы не способны, да, вот так вы боитесь, а так вы одели шлем, оседлали коня и пошли решать вопросы. Да? Вы теперь решатель, и достигатор. Да? Окей. Что можно и нужно купить, продать? Нужно купить, продать. Любовь не купишь и не продашь, это естественно, да. Хотя есть, да, даже такое понятие, как торговать любовью. Нет, это билет. Нужно купить, продать билет. Это путь. Поэтому вам нужно купить или продать билет в какую-то поездку, в каком-то направлении. Может быть, это билет в отношения. Да, тогда можно его или купить, или продать в отношения. Хорошо, а как вы видите эту карту в контексте купить, продать? Вот напишите в комментарии, очень интересно. Хорошо. Хорошо, я вижу много движения. Здесь путь, да, или билет, а здесь направление или перспектива. Куда ведет вас этот путь, которым вы идете? Он все-таки ведет вас к богатству, к успеху, поэтому опускать руки не надо. К хорошей жене, если вы мужчина, к хорошему замужеству, если вы женщина, и, может быть, обеспеченной работе, поэтому пользуйтесь этим путем. Есть ли место в вашей жизни для счастья? Туз кубков, для любви, для счастья. Есть ли это место? У вас есть место даже для брака. Но смотрите, у вас вертикаль, 7 мечей, 10, 5, туз, хорошая карта. Это спорная карта. Вам нужно разрубить, может быть, Гордеев узел. Чтобы быть счастливым, вам нужно разрубить Гордеев узел в кармическом узле отношений, в которых вас обманывали и в которых вы не можете никак договориться или поговорить по душам. Это карта. Хорошо. Какие новые планы могут войти в вашу жизнь на смену старых? Вот старые планы уходят, а новые приходят. Любые. И нужно тут мечтать побольше, фантазировать, может быть, эзотерика, магия, мистика, психология. То есть любые планы, о которых вы можете фантазировать. Позволите даже себе фантазировать. Позволите себе мечтать и думать. Да, вот думать, а здесь вот мечтать. Окей, любые планы.
любые мыслимые и немыслимые, даже, может быть, какие-то фантастические планы, напишите тоже, мне очень интересно, длинные такие емкие смысловые комментарии всегда читаю и ставлю сердечки, помните об этом, друзья. Хорошо, давайте посмотрим теперь, что навсегда уходит из вашей жизни, ну, от чего нужно уже прямо избавиться, да? Ну, избавитесь вы от лишней энергии, от не своей энергии, от магии вы избавитесь, от темной магии избавитесь от какой-то ведьмы, которая управляла вами или пыталась управлять. Может быть, избавитесь от какой-то должности, на которой вы управляли чем-то, и, может быть, начнете свое дело. А что приходит в вашу жизнь? Что приходит в вашу жизнь? Приходит финансовый поток, открывается финансовый поток, он вам откроется через регулирование, брать, давать. Не забывайте, чтобы брать от Вселенной, нужно научиться Вселенной давать. И вам еще и откроется партнерство, но у вас партнерство почему-то идет, вот видите, партнерство рядышком карты, оно идет через регулирование финансового потока. Может быть, у вас вопрос обеспеченности денег и самодостаточности должен быть отдельно от партнерства. Ну, например, там ваш мужчина или женщина занимается своим делом, а вы своим делом. И каждый там распределяет финансы уже сообща. Да? Вы решаете, как вы будете тратить эти финансы. Хорошо, что вам нужно делать и чего делать нельзя? Что вам нужно делать и чего вам делать нельзя в ближайшее время? Что нужно делать? Нужно преодолевать свои страхи, нужно заботиться о своем здоровье и контролировать сны и астральные подключки. Имейте это в виду. Это всегда астральные какие-то моменты. Ну, может быть, контролировать тонкие миры, особенно если к вам пытаются подключиться на тонком уровне. Но если вами пытаются управлять, потому что тут все-таки уходит темная магия, да, или темная энергия какая-то, ну, можно быть, контролировать свое самочувствие, как минимум. И особенно, если делаете чистки, обряды, ритуалы, контролируете самочувствие и будете смотреть по снам. Это будет заметно у вас. Дальше идем. Что вам это было не нужно делать, но мы перекрутили ее в нужно делать. Ну, а здесь что нужно делать, да? Что нужно делать? Нужно активно двигаться, нужно планировать, нужно контролировать, нужно договариваться и нужно готовиться. Ну вот знаете, как есть фраза «любой побег нужно тщательно готовить». Так вам нужно быть готовым к какому-то испытанию. Поэтому, ну, как говорится, соберите тревожный чемоданчик, ну, для того, чтобы быть готовым к испытанию. Что порадует и что огорчит в ближайшее время? Что порадует и что огорчит в ближайшее время? Ой, порадует какой-то разрыв. Ну, как бы он, может быть, и болезненный будет, но он, тем не менее, вас порадует. Обычно это отношения, но, учитывая то, что здесь очень много финансов, может, вы действительно с кем-то порвете на финансовой какой-то почве, да, как говорится, но это все равно порадует, вам все равно станет легче. То есть это будет как бы облегчение, то есть катарсис, да, то есть облегчение через боль. Что огорчит? Но огорчить может здоровье и какой-то глупый, непродуманный ход, поступок. Поэтому вот эта карта и заставляет вас думать. Вот эта карта заставляет вас взвешивать. Да, вам нужно фантазировать, но нельзя проваливаться в какую-то иллюзию, да, вот такую полную. То есть нужно быть начеку. Поэтому, ну, обратите внимание на свои ресурсы в плане здоровья. И ну, огорчить может и работа в том числе. Поэтому иногда это работа. Иногда. Хорошо. И давайте теперь посмотрим, а что готовит вам судьба вот за ваши испытания, за ваши боль, страдания, препятствия, преодоления. Какой вот именно бонус судьба готовит?
Но смотрите, это очень такая серьезная карта на самом деле. У вас решится какой-то серьезный вопрос с государством, если у вас есть проблемы. Может быть, государственная программа вам в чем-то поможет. Там, визы, помощь материальная или там гражданство вы стремитесь. Может быть, даже государство где-то может станет на вашу сторону. Это очень хорошая карта. И женщины, которые стремятся к мужчине, они все равно без мужчины не останутся в отношениях. Ну и здесь форма ваших дел и ваших отношений оформится и приобретет более устойчивый вид, да, форма оформится и приобретет устойчивую форму, ну, то есть тавтология в кубе, а здесь квадрат. Поэтому, возможно, будут новые отношения, которые переформатируются. Но, как минимум, у женщины будет мужчина, который достоин их, а рядом с мужчиной будет женщина, которой можно там доверять, или там, которая тоже достойна этого мужчины и так далее. У вас будет столько власти и контроля, сколько вам действительно нужно и сколько вы можете удержать. И вы будете настолько богаты, обеспечены и властны, насколько действительно позволит вам ваше здоровье, ваш разум, ваше умение быть собой, блистать, ваш потенціал, да, і ваше уміння брати, давати. Все буде добре. Побачимось, почуємось, па-па.